Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте посмотрим, каким же будет месяц октябрь для тех, кто родился под знаком зодиака Лев. Уважаемые львы, устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. Мы рассмотрим общую атмосферу грядущего месяца, сферу работы, финансов, личную жизнь и совет предостережения. Итак, начиная с общей атмосферы, давайте начнем. Что же готовит октябрь львам? Движение вперед, стремительное. У кого-то это поездки, у кого-то это переезды, у кого-то просто прогресс. Причем в процессе движения вперед вас будут одолевать страхи и сомнения, в правильном ли направлении вы движетесь, потому что много будет загадок для вас, много будет информации, которая вам неизвестна. Но здесь, знаете как, через тернии к звездам. Этот путь вам нужен, эта дорога вам нужна, и информация, которая будет для вас изначально закрыта и неизвестно, вы ее постигнете, вы ее узнаете. И эта информация, она будет для вас очень полезной. Поэтому двигайтесь вперед, не бойтесь, не сомневайтесь. Месяц непростой, но продуктивный. Давайте посмотрим работу. Что у львов в работе? В работе стабильность. Вам благоволит мужчина, это начальник, руководитель, для кого-то это супруг, для кого-то это брат, человек, мужчина, который полностью готов вас поддерживать, и он дает вам новые шансы, новые возможности для того, чтобы строить новые цели, планы и к ним двигаться. Да, действительно, вам те предложения, которые поступят, они будут, на первый взгляд, такими, знаете, пугающими. Будет много сомнений и захочется отказаться. Но, тем не менее, если вы их примете, вас они потом порадуют. Вас порадуют те результаты, которых вы достигнете, если примете вот эти шансы, возможности и предложения. Но в целом здесь по работе все очень хорошо, стабильно и с возможностью двигаться вперед. Что в финансах? Давайте посмотрим. Опять же, мужская фигура. Во многом финансы зависят от мужчины. Для кого-то это, повторюсь, друг, брат, муж, начальник, руководитель. Но в целом все сводится к тому, что вот что посеешь, что и пожнешь. Да? Как будете работать, как будете относиться к финансам, так будете и получать. Но здесь, знаете, тенденция к тому, чтобы, вот знаете, отказаться от того, чтобы приумножить свой доход. Карта отшельник. Берете паузу и сомневаетесь, нужно ли вам увеличивать свою прибыль. Потому что у вас и так все стабильно. Император, четверка жезлов, стабильность в работе, стабильность в доходе. Поэтому вам, собственно, и несколько сомнительны вот эти предложения. Знаете, лучшее враг хорошего. Тем не менее, если вы, повторюсь, примете решение о принятии предложений, об улучшении работы, об улучшении дохода, то, безусловно, вы сможете даже вот продвинуться вперед и в работе, и в доходах. Да, совершенно верно. И вас порадует сам процесс. Не могу сказать, что это для вас будет архисложно. Сначала страшно, но как только вы начнете, вы поймете, что дорога возникает под ногами идущего. Поэтому не бойтесь, двигайтесь вперед. Сфера любви, давайте посмотрим. Любовь у львов в октябре. Так. В любви такие сложные моменты, когда важно друг друга поддержать. Во-первых, нужно отметить, что новые знакомства здесь маловероятны. Все любовные отношения
они будут происходить с тем человеком, который уже есть в вашей жизни. Атмосфера напряженная. Велика вероятность конфликтов и недопониманий на почве того, что много сил и ресурсов может отнимать работа и стремление вот двигаться вперед. Но здесь есть осознание того, что вы друг другу нужны, вы друг другу полезны. Вам нужна поддержка. Вам его, ему ваше. И поэтому здесь все сводится к тому, что октябрь, это, знаете, как вот лист календаря. Именно в личной жизни, именно в личных отношениях для вас октябрь ничем не примечателен, уважаемые львы. Здесь, да, будут напряженные ситуации, но они все будут сглажены и нивелированы на почве того, что есть осознание нужности друг друга, есть осознание того, что вы друг в друге нуждаетесь. Поэтому после вот этих вот напряженных моментов вы помиритесь. И нужно сказать, что ваши отношения, они будут длиться долго. Да? Шестерка кубков – это связь времен. То, что было между вами в прошлом, актуально на сегодняшний день и будет актуально еще и в будущем. Поэтому здесь, как знаете, вот идете вот ровно, куда двигались, туда и продолжаете двигаться. Просто небольшой сумбур могут вносить небольшие вот эти вот организационные, рабочие и финансовые моменты. Давайте посмотрим, к чему стремиться львам в октябре. К чему стремиться? К партнерству. Десятка кубков. В идеале это карта семьи. Все семейные вопросы должны быть в приоритете. Все вопросы нужно решать по справедливости, руководствоваться, знаете, таким здравым смыслом и наблюдать. Паш мечей. Это состояние наблюдения, это такая позиция, когда вы замечаете, подмечаете все тонкости, все малейшие нюансы. Эта информация, вот как раз-таки, она будет для вас очень полезна. Но двигаться вперед нужно, и двигаться вперед нужно в партнерстве, да, чтобы у вас был человек, на которого можно опереться. Также, смотрите, правосудие. Это не только карта баланса, умение взвешивать все за и против, это еще и карта юридических вопросов. Вот если стоит такая дилемма относительно того, что вот устно договориться или письменно оформить документ, однозначно отдавайте предпочтение официальному такому формату, да, то есть письменно все зафиксировано, завизировано и оформлено так, как положено. Что касается предостережений, давайте посмотрим, чего остерегаться. Разочарований. Разочарований, бойтесь, они вас вгоняют в депрессию. И не медлите, не медлите. Медлительность может вам дорого стоить. Будут шансы, будут... Действительность, умеренность, семерка пентаклей – это карта ожиданий. Не нужно пребывать в состоянии апатии. Вот этим тучам вы не поддавайтесь. Не знаете, что делать, лучше сделайте шаг вперед. Вот именно в октябре для львов такая атмосфера, когда нужно двигаться вперед. Нужно объективно смотреть на все ситуации. Ни в коем случае не впадать в депрессию и не медлить с принятием решений, не медлить с отсрочкой каких-то дел, потому что нужно двигаться вперед. Здесь действительно, посмотрите, десятка жезлов, карта сила – это преодоление трудностей, которое ведет вас к стабильности. Будет, ну, не могу сказать, что совсем просто, да, и сила, и десятка жезлов – это карты, которые говорят о том, что придется попотеть. Но вас этот процесс потения, он порадует, вам даже понравится. И преодолев вот эти трудности, вы станете, во-первых, сильнее, а во-вторых, вас безусловно, порадует результат. Вы сумеете сохранить, приумножить то, что вы имеете, и еще даже вот в более такую продуктивную сторону, в более продуктивное русло направить все свои дела, весь свой потенциал. Поэтому стремитесь, двигайтесь вперед, уважаемые львы, и ничего не бойтесь. Новые знания, новую информацию приветствуйте, она вам в помощь. Вот такой у нас с вами получился прогноз на октябрь для львов. Благодарю всех за просмотр и до встречи в новых видео.